Короче, побежала. Хотела цапнуть или чего. Еле ногу отнял. А такие нафиг еще укусят, потом в больнице лечиться месяц. Сразу же понимаешь, как хорошо ты живешь, побывав в таких местах. Только что сели на мель. Гадайте, что это такое? Еще одна причина, почему с маленькими детьми может быть дорого путешествовать. Что можно рассказать про отдых с детьми? Камбоджа. Одно из самых заминированных государств в мире считается. Кстати, именно в этом месте снимался знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Монахов не оторвать от телефона. Фоточки в Инстаграм выкладывает. Друзья, всем привет! С вами Андрей Мазельницын, и вы на канале нашей путешествующей семьи. Мы только что прилетели в Камбоджу, городок под названием Сием Рип. Ну давайте прогуляемся, посмотрим, что тут интересненького. Мы погнали, а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Только что приехали на реку. Сейчас прокатимся на одной из вот таких вот лодок, посмотрим плавучие деревни, леса. Сейчас плывем по реке. Здесь, короче, мотор шумит очень сильно. Может быть, меня не будет слышно. Но по краям стоят дома на таких высоких бревнах. Конечно, народ тут живет не очень, мягко так сказать. Сразу же понимаешь, как хорошо ты живешь, побывав в таких местах. Как тебе, Светлана? Тут? Вот эта деревня. Необычно. Да. Прокатиться на такой лодочке, вот взять индивидуальный тур. Не тур, лодку арендовать, чтобы никого больше не было, стоит $50. Люди ловят рыбу в реке. Видите, чувак сидит? Видно его или нет? Только что сели на мель. Оп, все, можно плыть дальше. Нравится тебе кататься на лодке, Настя? Ну а вот уже на самом озере есть так называемые плавучие деревни. По сути, просто лодки, дома-лодки. Но вот это просто ресторан, наверное. Мы приехали. А вот с другой стороны, если посмотреть, ну тоже ресторанчики, в принципе. Но где-то есть тут, короче, где народ и живет. Пришвартовались к одному из таких плавучих домов. Их тут много, вон там на заднем фоне. Но понятно, что сейчас уже все переделали для туристов в ресторанчики и прочее. Ну а раньше тут жили люди. До сих пор вот местные лежат, кто-то из местных. Сети плетет бабушка. Конечно, съездить, посмотреть это на пару часов интересно, но жить, наверное, не очень. В этом плавучем ресторане заказали мы вот такую говядину. Ну, говядина как говядина. И суп. Том-ям, да, Светлана? Короче, но я забыл сказать, что он должен быть не острым. Я думаю... И Светлана осталась голодная. Да. Надо заранее предупреждать, чтобы был не острый. Дети тоже такое кушать не будут. Все, глазки-то закатываешь. Не нравится суп? Какой суп? И рис не нравится. Волосы все засунула в тарелку. Хочешь мое? Да. Бери. Ну и на все про все вот эти два блюда, парочку водичек заказали мы. Вышло $16. Надо понимать, что это туристические цены, и нас специально привезли сюда, чтобы мы что-нибудь купили. О, обнаружили маленький сюрприз от повара. Черный длинный сюрприз. Где? Вот. Вот
аренда такого авто доехать до озера туда-обратно стоит $30. И он еще нас будет ждать потом. А еще мы хотим провести небольшой конкурс и разыграть 5000 рублей. Условия конкурса будут очень простыми. Первое, это вам надо подписаться на канал, если еще не подписаны. Второе, поставить лайк на видео. Ну и третье, оставить какой-нибудь комментарий. Что думаете о Камбодже, съездили бы сюда или нет. И ровно через месяц после публикации видео мы случайным образом выберем победителя, переведем деньги. Что сели в кафешку какую-то на улице. Что мы заказали из еды, из местной? Ну, я надеюсь, это местная еда. Настя заказала себе вот такие вот креветки. Не очень? Понятно. Кокос, сок. Светлана себе какой-то тайский сет или какое-то тайское блюдо. А я себе рис вместе с чем? Угадайте, что это такое? Лягушачьи лапки. Ну, такие, как обычно, курицу напоминает. Ну и это. Мухи летают что-то кругом. По поводу цен. Вот в этой кафешке, в которой мы сели, каждое блюдо нам обошлось примерно $6. А соки, коктейли по $2 за каждый. Ну, в принципе, нормальная еда. Ну, как обычно, азиатская. Сильно не отличается там от тайской или вьетнамской. По мне, да. Я бы не понял разницы. Короче, пробовала Настя научиться кушать палочками. Что-то не получилось. И взяла вилку. Что, сложно палочками кушать? Как и во многих азиатских кафешках. Перед входом в рестораны аквариумы с рыбами. Можете себе указать, какую хотите. Да, такую вам и приготовят. Какую, Саша, будешь кушать? Вот эту скушаем. Скушаем. Ты справишься, всю съешь. Вот это выглядит не очень аппетитно. И что, на улице, так же, как и в Таиланде, делают массаж. Допустим, массаж ног за 1 час $6. Какие-то скрабы, кхмерские массажи с маслом. Средняя цена. Ну вот, вы видите, от 5 до $12. Ну, там дальше уже по 2 часа идут какие-то по $20. Кафешки есть на улицах. Сразу же при вас вот так вот готовят. Можете посмотреть, если хотите. Также выбираете рыбу, чего хотите. И сразу же садитесь, смотрите, как у вас готовится еда. Мне вот эта вот тема вообще очень нравится, когда видишь, как готовят. Взяли вот такой вот тук-тук. Стоит из центра доехать до Ангкор-Вата $6 в одну сторону. Нравится, Настя? Саш, ты в шоке, что ли? Охлаждает очень. Да, тут жарко. Ну а мы только что приехали в Ангкор-Ват. Это самый большой храмовый комплекс в мире. Посмотрим, что тут такого есть интересненького. Народу тут, конечно, так, порядочно. Не то чтобы прямо совсем дофига, но порядочно. Везде ходят большими группами китайцы. Сейчас в Китае проходит Новый год, и поэтому они, короче, говорят, вот местные рассказали, их приехало тут очень-очень много. Ну и здесь, в общем, довольно-таки жарко. Лучше сказать, влажно. Я вот специально не вытирался 5 минут. Посмотрите, не знаю, на камере видно или нет лоб. Весь сырой. В номере без кондиционера тоже сидеть очень сложно. Так что учитывайте. Светлана пришла в шортах коротких. Так ей сказали вот одеть вот такую накидку, чтобы пройти. Хотя странно, на самом деле здесь многие ходят в шортах. Может быть, не в таких коротких, как у нее, но все же. Вход в этот храмовый комплекс Ангкор-Ват стоит
На один день $37 на человека. Дети бесплатно. Если покупаете на несколько дней, тут билеты продаются на 3 дня, на 7 дней. Ну, потому что он огромный, его за день просто практически нереально обойти вроде как. Билеты будут, конечно, стоить подешевле. Но нам достаточно и одного дня. Что-то с детьми-то несколько дней подряд ходить, мне кажется, делать будет нечего, не так интересно. Поэтому цены примерно вот такие. Еще один забавный момент. В комплекс нужен билет. Билеты продаются в специальном месте, и оно находится еще в минутах 10-15 езды на тук-туке от центрального входа в это место. То есть сначала надо ехать в специальное место, где продаются билеты, покупаете там билет, и потом еще едете минут 10-15 до центрального входа. Ну и нам с коляской вот по таким вот лестницам, вот как парень поднимается наверх, конечно, не очень удобно забираться. А катить вот коляску по такой дороге, если так можно сказать, вот в этом комплексе, совсем неудобно. Вот внутри этих комплексов, смотрите, вдали лестница, вот лестница, вот лестница. Там все заходят через лестницы. С ребенком ходить, конечно, вообще не очень удобно. С коляской я имею в виду. Кстати, именно в этом месте снимался знаменитый фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». Очень много я вижу бездомных собак на улицах. Прямо очень-очень. Монахи ходят по улицам. Кстати, еще совсем недавно, но относительно недавно, в том веке, в Камбодже был так называемый режим красных khmerов, режим Пол Пота. Можете прочитать про это в интернете. Я сильно-то не знаком, конечно, с деталями этой истории. Но, в общем, была гражданская война, в результате которой было убито репрессии и прочее собственными жителями примерно 20% всего населения страны. И в результате войны, другой уже войны, на территории Камбоджи очень многие места, там поля, леса были заминированы. И до сих пор еще очень остается мин. Люди до сих пор гибнут. Одно из самых заминированных государств в мире считается. Только посмотрите, сколько народу. Куда-то очередь. Это внутри уже храмов. Не знаю, по мне так приятнее погулять со стороны, посмотреть на них, чем вот тут стоять в такой очереди. Но тут, конечно, жарко, это мягко сказано, влажно. Если поедете в эту страну, вам очень захочется пить на первый день, на второй, на третий. Насколько вы там уезжаете, все равно очень будет хотеться пить. Я вообще целый день пью. О, только что вырвала у женщины пакет с бананами. Прямо с силой. Начал я вначале подходить к этой мартышке, или кто она, не особо разбираюсь. Короче, побежала, хотела цапнуть или чего. Еле ногу отнял, даже стреманулся немного. А такие нафиг еще укусят, потом в больнице лечиться месяц. Мы уже гуляем по этому храмовому комплексу где-то часа 3. Так мы еще толком ничего не посмотрели. Мне кажется, вот на него надо выделять минимум день. Ну или пару дней, там часа по 3, по 4. Ну реально, прямо огромный. Огромная площадь, огромная территория. Но особенно учитывая, что именно ради него все люди приезжают в Сием Рип. Это главная достопримечательность не только этого города, но и в принципе, наверное, Камбоджи. То определенно, конечно, стоит того, чтобы погулять по нему побольше. Смотрите, какие товарищи тут живут. Он уже мертвый, видно, что он вроде мертвый. Офигел! Настя, ты закричала, я аж сам испугался. Да, мертвый, высох. Камбоджийцы, кхмеры, они, кстати, едят вот всяких паучков, лягушек, змей, прочую вот такую живность. С колясками, конечно, туристов вот вроде нас и вот этих очень-очень немного. Ну и, разумеется, китайцы не могут не сфотографировать Настю. Отсылают своих детей. Сумасшедшие китайцы никогда не видели белой девочки. Попросили встать Настю, чтобы она сфоткалась с ними. Звезда ютуба. Но я думаю, они не из-за этого хотят с тобой сфоткаться. Монахов не оторвать от телефона. Фоточки в Инстаграм выкладывает. Кстати, да, я где-нибудь тут оставлю ссылочку на наш Инстаграм, тоже посмотрите.
разноцветные инструменты продаются, музыкальные. How much is it? 305. 305 долларов. Кость. Пошли, не надо говорить. Не, 300 баксов дофига. Пошли, так. А вот обычный без костей, без всего уже за 20 продает. Слишком большая разница в цене. Еще одна причина, почему с маленькими детьми может быть дорого путешествовать. Только что зашли в сувенирную лавку. Вот там такие шкатулки стояли. Совсем простенько. Саня побежал, уронил, отколол бок. Надо покупать. Я открыл, под ней ценник стоял. Я бы так не поверил. Подумал, чисто туристов обманывают. Смотри. Тут внутри указана цена. Ну вообще ерунда какая-то. А откололась вот беленький уголок. Цена 35 долларов США. Офигеть. За такую ерунду. Да мне кажется, она стоит не больше доллара. Короче, следите за своими маленькими спиногрызами, когда они бегают по сувенирным лавкам. Что удобно в Камбодже, так это то, что они совершенно не используют свою местную валюту практически. Везде принимаются доллары США, так что, в принципе, можете не заморачиваться, берите сразу же доллары. Но разменяйте только купюры поменьше, не по 100 баксов. Везде, все цены в кафе, на сувениры, водители, такси. Все цены вам будут называть в долларах США. Короче, этот храмовый комплекс настолько огромный. Здесь просто нереально все обойти за день пешком, мне кажется. И то надо с помощью тук-тука. И даже с помощью, если мы будем кататься между интересными местами внутри этого комплекса на тук-туке, мне кажется, все равно даже так дня не хватит. Короче, не будем мучить детей. Закончим наше знакомство с Ангкор-Ватом буквально тут одним-двумя храмами. Поедем домой. Хотя, судя по фоткам, здесь вообще очень такие есть интересные места, как деревья, которые там оплетают, растут прямо поверх музеев или вот этих храмов. Выглядит очень прикольно. Но, по ходу дела, нам не суждено увидеть эти места. Погуляем просто по городу, съездим куда-нибудь еще на озеро, посмотрим, что тут есть интересного. Настя тоже решила заделаться в блогеры. Далее вторую камеру теперь едет, записывает себя. И теперь я вам покажу наш город, который мы приехали. И сейчас мы вам его покажем, как мы едем обратно домой. Я еще в курсе, до этого смотрел видео других блогеров, что вот в районе вот этого храмового комплекса Ангкор-Ват запускать дроны нельзя, там сразу же прибегают, говорят, удаляйте все видео и тому подобное. Поэтому мы предусмотрительно позапускаем его сейчас прямо с балкончика нашего отеля. Посмотрим окрестности. Ну а те, кто думает, что в Камбодже, в Сием-Рипе можно только так гулять по улочкам, экскурсии, различные вот эти храмовые комплексы, озера, то нет, если вам все надоело, скажем так, можете поваляться у себя в отеле, в бассейне. Обычно во всех отелях, практически во всех, есть вот такие дворики, в которых можно в жару поваляться. Какие тут товарищи по отелю лазают. Вон Настена у нас бежала сейчас по улице. Грохнулась, да. Разбила себе коленки. И даже не плачет. Ну, почти не плачет, молодец. Сейчас вытирать буду. Влажная салфетка. Я убегу. Что можно сказать? Саша! Что можно рассказать про отдых с детьми в Камбодже? Точнее, не в принципе в Камбодже, а именно в городке Сием-Рип. Учитывая то, что тут все-таки в основном-то храмы, катание на реках,
еще такие вещи. Никаких пляжей тут нет. Детским курортом, в общем, это назвать довольно-таки так сложно. Но если выберете, конечно, отель с бассейном, будет полегче и попроще. Детские комнаты, когда будет попроще. Когда телефон будете давать детям, попроще. Мы даже это видео записываем. Светлана уж 3 раза, 3-й дубль, срывалась, бегала за Саней, потому что он неугомонный. Короче, ездить, конечно, сюда можно, но детям, наверное, будет не очень интересно. Если вы умеете их заинтересовать как-нибудь так, чтобы им стало интересно в любом месте. Маленьких детей, говорю, с такими 6-летками проблем-то не будет. Вот с такими, которым не объяснишь ничего. Да. Еще. Шилов. Но чтобы вы понимали, он у нас уже посетил стран 15-18, наверное. И вот когда мы с ним ездили до 2 лет, было намного проще. В 2 года становится сложнее. Вот еще одно развлечение для детей. Эскалатор. Для них это интереснее, чем храм Анкор-Ват. Нравится, Сань, кататься на эскалаторе? Ну что, друзья, наше путешествие в Камбоджу, городок Сием-Рип, подошло к концу. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока-пока!